Здравствуйте, дорогие друзья! За окном уже известные вам виды. Вид в сторону Москва-Сити, с противоположной стороны набережной гостиница «Украина». С этой стороны у нас Краснопресненская набережная, дом правительства слева. Ну и для тех, кто вновь подключился, а также не видел предыдущие сюжеты, в правом верхнем углу одна из последних зарисовок, которые мы с вами сделали, и двигались мы в сторону Москва-Сити. Проходили мы через Новый Арбат, выходили сюда на Пресненскую набережную и двигались в сторону Москва-Сити, огибая ее, возвращались сюда. Этот сюжет приложен. Также в правом верхнем углу будут выскакивать сюжеты, которые я прилагаю, как правило, к тем местам, по которым мы с вами двигались. Ну а в этом сюжете мы сделаем обзор интересного, так назовем его, веломаршрута. Как правило, люди, которые перемещаются на велосипедах, вот они часто появляются в кадре. Прошли мы, кстати говоря, Новоарбатский мост. Впереди у нас появился Смоленский метромост, по которому движутся составы, и вы как раз видите очередной метропоезд проходит по этому мосту. Значит, здесь у нас каскад набережных. Это Смоленская, по которой мы с вами движемся. Уходит она в Ростовскую, Савинскую, Новодевичья набережная. Впереди появился Бородинский мост. И вы обратите внимание, под ним стоит мотобат, полицейские, которые проверяют мотоциклистов. Как правило, здесь байкеры у нас движутся в сторону Воробьевых гор, там у них точка, где они собираются. И будьте внимательны, особенно те, кто пользуется и мотопрокатом. Вот один из таких представителей. По левую руку у нас появилась прекрасная смотровая, мост Богдана Хмельницкого. Прикладываю сюжет по противоположной стороне. Мы продвигались, все виды на эту набережную, на те строения, которые вы видите, жилые по левую руку на высоком берегу, будут с этого сюжета доступны. Ну и, конечно же, не могу не отметить тот самый факт, что кто выбирает прогулку речную на судах речных, то, как правило, вот по этому же маршруту они проходят по реке Москва и показывают вот эти все прекрасные виды. Движение, как правило, этих судов происходит либо от Москва-Сити, либо с противоположной стороны, примерно где у нас стены Кремля. Где-то там, примерно около парка Зарядье, они разворачиваются, курсируют здесь, проходят. Обратите внимание, как обновляется Москва, ведется строительство, новые здания, заменяют старые. Все это доступно в наших сюжетах. Для тех, кто вновь подключился, я хочу сказать, что у нас канал о том, что происходит в городе, как обновляется Москва. Мы делаем прогулки, зарисовки, посещаем разные мероприятия, тематические праздники. И тем, кому это интересно, я предлагаю подписаться на канал, быть вместе с нами, нажимайте на колокольчик и будете в курсе выхода новых сюжетов. Впереди у нас появились на горизонте высотки, а также зеленые массивы смотровой на Воробьевых горах. Там тоже мы делали с вами сюжеты многие. Найдете на канале. В закрепленном комментарии я сделаю общую ссылку, где очень много разных сюжетов, записанные в разное время суток и года. Переходите, смотрите, там удобная навигация. Добрались мы с вами до Новодевичьей набережной. По левую руку от нашего движения парк Новодевичьи пруды. Здесь тоже мы делали зарисовку, я ее обязательно приложу. Сквозь зелень пробивается монастырь Новодевичий. Ну и прекраснейшее место для того, чтобы передохнуть, побыть здесь, отдохнуть в теньке. И для тех, кто пользуется и велопрогулками, это шикарное место, в которое я настоятельно вас зазываю. Добрались мы с вами до Бережковского моста. Виды на Москва-Сити. По мосту проходит у нас третье транспортное кольцо, а также Московское центральное кольцо. Здесь проходят составы поездов, мы их увидим обновленные. Ну а для велосипедистов и велотранспорта я приложил бы маршрут прямо через
территорию Лужников, которая находится с противоположной стороны. Совершенно интересная, обновленная, современная территория, где есть и точки проката. У нас прокат в городе есть как и городской, обычного транспорта. Городские службы предлагают воспользоваться ими. Также есть и коммерческий, где все, что вот существует, то у них есть и дорожные, и горные, и самокаты, и электросамокаты. Все это дело есть. И вот один из обновленных составов, вот так вот они у нас выглядят. Вот в противоположную сторону пошел один из. Ну и по левую руку это территория монастыря. Делали и здесь мы тоже зарисовки. Приложу одну из таких. И Хамовнический вал. Тоже очень интересное место, как и вот вдоль самой дороги, по которой мы с вами едем. Здесь можно пройти и внутри по району погулять. Очень интересные улицы. Ну и, конечно же, виды на Москву. Поэтому, если будете здесь, если у вас будет такая возможность, берите транспорт, не стесняйтесь, недорогих он денег стоит. Если есть возможность взять и умеете пользоваться мототранспортом, тоже есть такая история, есть прокатные точки, смотрите в открытых источниках, они доступны. Можно взять и такой вид транспорта, каршеринг, который позволит вам взять не только на один день, но и на неделю, а то и месяц по специальным тарифам. Узнавайте об этом всем. И экскурсионные маршруты, автобусы двухэтажные с открытым верхом, с какой-то насыщенной программой, речные суда, где экскурсия, как правило, дублируется, описываются какие-то моменты, то, что вы видите, проезжаете, и плавают рестораны, в которых вы тоже можете романтически провести время в любое время суток, и вечернее, утреннее, дневное. Есть расписание этих маршрутов. Смотрите источники официальные и пользуйтесь этим, не забывайте про это. Ну и также, если есть возможность погулять и пешком, смотрите, ориентируйтесь на станции метро, выходы. Здесь мы до Новоандреевского моста. Уходим мы с вами на Фрунзенскую набережную, ну а с противоположной стороны вот этот вот массив, это целый каскад, нескучный сад, парк культуры и отдыха, он же парк Горького, музеон и, как правило, излюбленное место вот людей для прогулок, велопрогулок. Поскольку мы движемся в режиме самоизоляции, то люди, как правило, пользуются этой стороной. Обратите внимание, сколько на набережной людей. Как правило, это те, кто на роликах, на вот этом транспорте, местные жители, молодежь выходит, дышит, находится здесь. Ну а в обыденное время больше, конечно, людей гуляет с противоположной стороны, потому что там не только зеленые массивы и прекрасные дорожки вело, но и также разные мероприятия, праздники тематические проходят, ну и где-то можно посмотреть на официальных источниках, что проходит, присоединиться, ну и совместить свои прогулки с какими-то полезными фотосессиями, ну или посещением каких-то мероприятий. Андреевский мост впереди. Фрунзенская набережная тоже великолепна, как и вот со стороны Москва-реки, так и со стороны жилого сектора. Там тоже предусмотрены пешеходные прогулочные зоны, виды шикарнейшие практически с любого моста, в том числе и вот здесь, как и на парк культуры, так и с противоположной стороны здания Министерства обороны. Вот так вот оно мощно выглядит. Люди выбирают и эту сторону, делают какие-то памятные фотографии. Здесь есть известные памятники. Здесь тоже мы делали с вами зарисовки практически по каждому месту, по которому мы проезжаем. Все что-то хочется добавить. Но в связи с тем, что подсказки ограничены, их всего можно сделать 5, по тем местам, по которым мы с вами движемся. Также в конце сюжета я буду прикладывать отдельные видеосюжеты, которые делал раньше, но они заслуживают внимания, поэтому обязательно вас призываю посмотреть их. Они очень интересные, и я их буду специально отбирать для вас
чтобы вам и мне было тоже интересно их просматривать, обновлять и узнавать что-то новое для себя. Крымский мост, вот так вот он прекрасно выглядит, по нему проходит у нас Садовое кольцо. Также кольца все есть практически на канале. И Бульварное кольцо, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая дорога. Все это вы найдете и вечером, и днем, и утром, и в пробках, и без, и так далее. Значит, с противоположной стороны у нас Музеон, Третьяковская галерея. Были у нас и тут с вами сюжеты. Прекраснейшее место, специально облагоустроено для прогулок. Все время какие-то проходят мероприятия, фонтаны, какие-то занятия йоги, танцы. Ну, очень-очень много. Насыщена всегда программа. И, как правило, здесь тоже проходит тот речной транспорт, который вам покажет и эту сторону, и противоположную. Памятник Петру. И виды на Москву. Представьте в ночное время, вечернее, как это все в огнях шикарно выглядит. Причистинская набережная появляется у нас впереди на горизонте, то есть территория завода, Патриарший мост, с левой стороны храм Христа Спасителя. Все это пересекается также параллельными дорожками, проездами, проходами. Можно отсюда даже пройти и в сторону Нового Арбата, прям по прямой. Просматриваются высотки, вы примерно уже знаете, где они расположены, как можно по ним куда выйти, добраться. Большой каменный мост появился у нас, стены Кремля. Ну и позвольте здесь, на этом сюжете, на этом месте закончить сюжет. Я прикладываю продолжение. Будьте с нами, смотрите за Москвой, подписывайтесь на канал. Жду от вас комментариев, вашей поддержки. Ну и делитесь моими сюжетами. И мое традиционное в этом месте. Ну а пока. До новых сюжетов.